Компания Huawei все чаще и чаще радует нас своими качественными носимыми устройствами. Сегодня я расскажу вам о девайсе, который имеет отличный дизайн, качественную сборку, топовые материалы, большой функционал, огромное время автономной работы, во всяком случае в рекламе, наличие GPS-навигации, возможность разговаривать прямо через часы, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Huawei Watch GT3. Но как же на самом деле дела обстоят у этих часов, я сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, я дождался, когда наконец-то курс на Али станет адекватным и появится возможность на распродаже купить Huawei Watch GT3. Есть канал у меня, телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок, так что подписывайтесь и будете тоже со мной ловить подобные штуковины. GT3, разумеется, на русском, до 14 дней работы нам обещают. Чем отличаются Huawei? Это всегда премиальный дизайн, премиальные материалы, они очень круто выглядят. Здесь есть микрофон, здесь довольно нормальный ремешок, безумная вонь просто химии, я не знаю почему, но вот так. Пластика. Будете дарить, знаете, что человеку будет не особо приятно. Ремешок стандартный, классический. Разумеется, у нас документация. И помимо документации, что я особенно люблю у Huawei, это разборный кабель для зарядки должен быть. А здесь нет. Здесь не разборный магнитный кабель для зарядки, бесконтактный. Круто, но... Ну а почему? Шаг вперед, два назад? Ну ладно. Плюшек здесь просто море. Перечислять их смысла при распаковке вообще никаких не вижу. 72 грамма. Ширина ремешка стандартные 22 миллиметра. То есть снимаете и вешаете любой другой. В моем комплекте нет никаких больше ремешков. Обычно когда-нибудь какой-нибудь супер премиум, они еще кожаный запихивают. Есть здесь подобие Digital Crown. Будем смотреть, работает ли кнопочка вот эта с... возможностью поворачивать так же, как у яблочных устройств. Повторяю, что несмотря ни на что, на мое отношение к Huawei, потому что они много умалчивают, допустим, по той же оплате, когда у них там симку какую-нибудь можно подключить, а по факту из 6 операторов только один работает, у них всегда хорошее железо. 13,2 мм толщина, диаметр часов 46 почти миллиметров. Эта штука мало того, что отлично выглядит, я уверен, она будет очень хорошо работать, но напоминаю, что даже в браслетах какая-нибудь там Bluetooth кнопка у Huawei, она есть, но работает только со смартфонами Huawei. И здесь вполне возможно тоже будет какая-то печаль. У меня есть Huawei-овский смарт, но я целенаправленно тестирую вот эти девайсы не с Huawei-овскими смартами, потому что либо делаете как все хорошо то, что подходит под всех, либо делаете как Apple, который подходит утрированно только к Apple. Смотрим. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии разыгрывается ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. 30 числа на стриме розыгрыши. Не забудьте подписаться, кстати, на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок, нас там почти уже 65 тысяч человек, и телеграм-канал с примерами фото и видео Пользаграм. По хэштегу любого смартфона сможете увидеть примеры видео, либо написать человеку, у которого этот смарт есть, он вам скинет исходники. К слову, в телеге исходники тоже есть. Можно скачивать, смотреть и выбирать. Перейдем же к очередным часам от Huawei. Полетели. В продаже имеется версия Active на 46 мм, которая у меня на руках, и версия Classic 46 мм, а также на 42 мм версия Elegant в двух расцветках и одна расцветка в версии Active. Дизайн довольно привлекательный, смотрятся они хорошо, качество материалов отличное. Ремешок на 22 мм выполнен из каучука, а корпус часов из нержавеющей стали и пластика. За время использования дискомфорта при носке смарт-часов я не ощущал. Да и в общем, сидят они на руке крайне удобно, но вот спать в них лично мне некомфортно. На корпусе расположили с правого боку кнопку, которая в стоке отвечает за переход к тренировкам. Переназначить действие можно, что удобно. Также есть поворотная кнопка, с помощью которой можно войти в меню или вернуться назад, а прокручивание, которое сопровождается вибрациями, выполняет функцию навигации по меню и так далее. Далее есть динамик с хорошим звучанием и неплохой микрофон. С тыльной части расположили датчик мониторинга здоровья. К слову, из датчиков на борту акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический датчик измерения пульса, датчик атмосферного давления и датчик температуры. Летим дальше. С фронтальной части нас встречает AMOLED-экран на 1,43 дюйма с
с разрешением 466 на 466 точек. Картинка довольно четкая и цвета насыщенные. Скроллинг плавный, без рывков. Яркости при прямом попадании света на экран достаточно, вглядываться не приходится, что радует. Автояркость на борту, и работает она корректно. Спящий режим максимум 20 секунд, функция, при которой экран не гаснет, дает нам максимум настроить до 20 минут. Также есть полноценный Always On дисплей с 6 видами заставок и возможностью слегка персонализировать его под себя. В стоке на самих часах есть циферблаты с возможностью персонализации, а в приложении, если зайти в магазин с watchface'ами, можно обнаружить, помимо платных, вкладку с бесплатными циферблатами. Вдобавок, свое фото на заставку поставить можно. При поднятии запястья экран загорается моментально. Для безопасности можно установить шестизначный пароль. Далее, по свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, слева направо помощник, справа налево виджеты. Меню виджета можно настроить под себя. В меню из интересного тренировки, статус тренировки, пульс, SpO2, кислород, измерение температуры кожи, активность, сон, стресс, дыхательные упражнения, музыкальный плеер с возможностью переключать треки и регулировать громкость музыки, воспроизведенной на смартфоне, а также воспроизводить музыку, загруженную прямо в часы. Далее есть барометр, компас, погода, секундомер и таймер с возможностью работать в фоновом режиме. Будильник, фонарик и поиск телефона. Помимо того, что я перечислил, на борту также есть кошелек, но для нас это не актуально, на данный момент, по крайней мере. Далее, в настройках можно подключить Bluetooth устройство, к примеру, наушники и даже нагрудный датчик, датчик скорости каденса или датчик мощности. Также можно настроить часы под себя и обновить прошивку. Летим дальше. Процессор установлен ARM Cortex-M. Операционная система Harmony OS версии 2.1. Внутренней памяти на борту 4 гигабайта. Тренировок на борту более 100 штук, и отслеживание плавания также есть. Автоопределение тренировок поддерживается. Есть автоопределение ходьбы, бега, эллипса и гребного тренажера. Из навигации здесь GPS, Beidou, GLONASS, Galileo и QZSS. Часы быстро определяют местоположение, карты строятся хорошо, погрешность есть, но минимальная. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, включить разминку, воспользоваться навигацией, вернуться, включить обратный маршрут или вернуться к исходной точке по прямой, что лучше не делать, как вы понимаете. Также в настройках тренировок есть курсы бега, которых в стоке 13 видов, а через приложение можно загрузить свои курсы, как и план тренировок. Помимо перечисленного, также мы имеем для режима бега сплит, интервальную тренировку, бег с АИ и загрузка маршрута, что очень-таки удобно многим. В целом настроек для тренировок достаточно, за что огромное спасибо Huawei. Мониторинг здоровья хороший, пульс может работать как в ручном, так и в постоянном режиме. Вдобавок есть два подвида: умный мониторинг пульса и в реальном времени. Кислород в крови и уровень стресса также можно отслеживать постоянно. К слову, сон со всеми фазами считают хорошо. Пульс и кислород в крови у воздуха не измеряют, а на руке показатели довольно точные. Как по мне, они стали слегка точнее относительно тех приборов, в которых я тестировал у Huawei, допустим, GT2. Графики отображаются корректно, что очень удобно. Измерение температуры кожи работает исправно. Далее в меню также есть контакты, которые можно занести в приложении. Журнал вызовов также присутствует. При входящем звонке есть возможность сбрасывать вызовы, включить беззвучный режим или отвечать на них. Вдобавок есть быстрые ответы, которые можно настроить под себя или создать свой быстрый ответ. Разговаривать через часы возможность есть, микрофон отрабатывает хорошо. Динамик звучит четко и громкости достаточно. Вибромоторчик хороший, силу вибраций настроить можно. Уведомления приходят моментально, отвечать на них можно заготовками или смайликами. Иконки приложения отображаются, а смайлики нет, и для Huawei это стандартно, и это нехорошо, как вы понимаете. У кое-кого, спойлер, их много, смайлики показываются. Далее, полный цикл зарядки занимает 2 часа, также они поддерживают беспроводную зарядку. Автономность при интенсивном использовании составляет не больше 5 суток, к слову, довольно хороший результат. За одну 30-минутную тренировку с GPS уходит 6% в среднем. Водостойкость 5 атмосфер, я окунул их в воду, с ними, разумеется, ничего не произошло. Плавать, купаться, принимать душ вместе с ними можно. И летим дальше. Приложение Huawei Здоровье. В приложении есть 5 вкладок. Основные — это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок и вкладка с подключенными устройствами. На главной странице с часами мы имеем заряд аккумуляторов процентов, магазин с циферблатами, далее есть настройка мониторинга здоровья, вкладка, через которую можно загрузить музыку, и это та еще боль, как всегда, долго это все. App Gallery с небольшим количеством приложений, что тоже неплохо. Настройка уведомлений, будильника, погоды, контактов и быстрых ответов. Также есть возможность включить функцию, при которой приходит уведомление об отключении Bluetooth, чтобы вы не потеряли либо смартфон, либо часы, и активацию при поднятии запястья. Обновить прошивку в приложении можно, и мне обновления уже прилетали. Минусы: данная модель неудобная для сна, лично для меня, и не отображаются смайлики. Это прям эпичный фейл, потому что вы же понимаете, что некоторые сообщения подразумевают одно слово и смайлик. Там может быть сарказм, может быть какая-то другая история. Если Huawei это дело не исправит, а я смотрю, оно месяцами не планирует это исправлять. Вопрос, почему все могут, а они нет. Корпорация-то большая. Цену можете посмотреть по ссылке в описании
описании к видео я поймал хороший ценник, закинул его в телеграм-канал скидок, заказал, и вот сейчас делаю обзор. Не забывайте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, скидок и пользы Инстаграм, где мы, еще раз повторяюсь, публикуем всякие фотографии. Плюс приходите на Twitch, я там в онлайне тестирую устройства, допустим, распиаренный леновский планшет, который говорили, что он игровой, на 25-й минуте у меня в Diablo Immortal вылетел. Резюмирую, Huawei Watch GT3, как по мне, отличный выбор, но если у вас есть смартфон Huawei, это единственная большая проблема у Huawei, по мне. Смарт-часы действительно отличные, функционал по работе системы, по дизайну и качеству материалов супер. Не забывайте подписываться на канал, пишите в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Всем, кто оставил любой комментарий, тем более подписался с колоколом, огромное спасибо, вы помогаете проекту. От меня девайсу да, если использовать его в паре со смартфоном Huawei, или да, если вы купили его выгодно. Добра и удачи вам, дорогие друзья!